Всех приветствую на моем канале. Сегодня у нас очередной узор-крючок. И это просьба одной из моих подписчиц. Она попросила помочь мне разобраться в схеме. Таким узором была связана шикарная туника. Но я думаю, этот узор универсальный. Им можно связать красивый плед. Или какую-то накидочку для табуретки. Или даже целый коврик. Вяжется узор очень просто на самом деле. Сначала мы вяжем половинки колечков на необходимую длину узора. И затем возвращаемся и довязываем вторые половинки колечек. Узор выполняется от одной нити. То есть нам не нужны никакие дополнительные нити. Мы нигде не обрываем нить. Узор полностью вяжется без отрыва нити, одним единым полотном. Какой его плюс? То, что здесь не нужно набирать цепочку из воздушных петель, там рассчитывать раппорт узора, сколько должно быть петель в этой цепочке. Узор всегда начинается с 5 воздушных петель, то есть мы поочередно провязываем пол колечка, и так на необходимую нам длину. И еще плюс этого узора в том, что его можно вязать хоть по кругу, хоть поворотными рядами, ничего не меняется. То есть вот сейчас у меня связан образец с поворотными рядами, хотя все ряды смотрятся как лицевые. По изнаночной стороне он выглядит вот так. То есть мы всегда вяжем этот узор по лицевой стороне. И по кругу он вяжется точно так же. Один небольшой нюанс есть. В каждом четном ряду мы просто выполняем подсоединение при помощи соединительных столбиков между колечками. Я вам по ходу видеоурока покажу этот нюанс, как вязать данный узор по кругу. И еще, если вы тоже хотите, чтобы я помогла вам разобраться в схеме узора, неважно крючком или спицами, то вы можете меня об этом попросить. Я с удовольствием вам помогу. Если вам нужна эта схема срочно, вы хотите разбор вне очереди, то у нас на канале появилась новая функция, называется «Спонсировать». Она находится на главной странице рядом с кнопкой «Подписаться». Нажимайте, становитесь спонсором канала, и тогда вашу схему я буду разбирать вне очереди, и вам не придется долго ждать. Функция уже должна появиться. Если она еще не появилась, то в ближайшее время будет доступна. Ну а теперь давайте приступим к вязанию самого узора. Начинаем вязать узор с 5 воздушных петель. Замыкаем все в колечко, вяжем соединительный столбик в первую набранную воздушную петельку, 2 воздушных, и в образовавшееся колечко вяжем 9 столбиков с одним накидом. Я выполнила 9 столбиков. Дальше приступаем к вязанию раппорта узора. Вяжем 7 воздушных петель. В 5-ю от крючка воздушную петлю выполняем соединительный столбик. И дальше еще 2 соединительных столбика по остатку воздушной цепочки. Мы как раз подошли вплотную к столбику с одним накидом. Посмотрите, что мы делаем дальше. Вот я держу вот эти вот столбики лицом к себе. Вот у меня рабочая нить, и я ее завожу вот так под это полуколечко. И начинаю вязать также 9 столбиков с одним накидом вот в это вот вновь образованное колечко. Все вязание всегда должно лежать лицевой стороной к нам. Видите, как бы рабочая нить у меня прошла вот под этой вот воздушной цепочкой, по которой мы связали соединительные столбики.
вяжем 9 столбиков с одним накидом вот в это вот кольцо из 5 воздушных петель. Вот посмотрите, что получилось. 2 полуколечка и оба повернутые к нам лицевой стороной. И дальше мы начинаем повторять раппорт узора. То есть вновь у нас идет 7 воздушных, соединительную петельку в пятую от крючка петлю, дальше 2 соединительных по остатку воздушной цепочки, подошли вплотную к предыдущему полуколечку, все держим лицевой стороной к себе, рабочую нить заводим под вязание и начинаем вязать 9 столбиков с одним накидом в образовавшуюся петельку из воздушных петель. И таким образом мы вяжем полуколечки на необходимую длину. Я связала 3 полуколечка. Теперь приступаю к вязанию второго ряда. Я сейчас буду доводить эти полуколечки до целого кольца. И вот в это вот отверстие я свяжу 8 столбиков с одним накидом. Связала 8 столбиков. Теперь нам нужно соединить колечко. Посмотрите, вот у меня идут соединительные столбики 2. А вот эта вот петелька уже от столбика с одним накидом. Вот я ее подхватываю за обе дужки, вот этот первый столбик с одним накидом, который мы вязали вот в это вот колечко. Затем второе колечко. Вот видите, вот он столбик с одним накидом. Я его подхватываю не за всю петельку, а одну дужку столбика с одним накидом, одну дужку петельки и одну ниточку от самого столбика. Вот всего 4 ниточки у меня на крючке подхвачено, не считая петельки. Захватываю рабочую нить и сразу же протягиваю сквозь все петли на крючке. То есть выполнила соединительный столбик. И дальше приступаю к вязанию раппорта узора. Я сейчас в это колечко свяжу 8 столбиков с одним накидом. И теперь нам нужно опять замкнуть колечко. Посмотрите, подхватываю первый столбик этого колечка за 2 дужки, подхожу ко второму колечку, одну дужку петельки и одну ниточку от самого столбика и протягиваю рабочую нить через все петли на крючке. И таким образом все полуколечки, которые у нас есть в ряду, превращаем в целые колечки. У меня уже последнее колечко, и я сейчас также в него провязываю 8 столбиков с одним накидом. Я уже закончила вязание ряда. Теперь мне нужно соединить и последнее колечко в круг. И здесь, если вы хотите вязать этот узор в круговую, то вам нужно соединить первое и последнее колечко. Посмотрите, вот у меня последнее колечко ряда. Вот это у меня соединительная петля. Я отсчитываю 8 столбиков. Вот он. И в 9 буду вязать соединительную петлю. Посмотрите, я одновременно ввожу крючок в первый столбик колечка. И вот в этот вот 9 столбик колечка. И выполняю соединительную петельку. Все, вязание замкнулось в круг. И дальше мне нужно перейти к вязанию следующего ряда. Для этого мне нужно провязать 4 соединительных столбика по самому первому колечку ряда.
И все, мы перешли в вершинку колечка и будем продолжать вязание следующего ряда. Если вы не вяжете рисунок по кругу, то тогда мы замыкаем вязание в круг следующим образом. Вытянула петельку, выдернула крючок, ввожу крючок сзади в первый столбик колечка, пропустив воздушные петли подъема, захватываю нашу петлю и протягиваю на изнаночную сторону. Опять освобождаю крючок. Посмотрите, вот от этой петли, которую мы протянули, вот здесь вот она осталась, протяжка. Я вот захватила протяжку, то есть эту петлю, вот если я сейчас ее потяну, у меня петля выдернется. Затем надеваю саму петельку на крючок, все подтягиваю и протаскиваю рабочую нить через все петельки на крючке. И таким образом замыкаю вязание в круг. При таком способе соединения у нас стык рядов не заметен. И точно так же переходим в вершину колечка и начинаем вязать следующий ряд. Посмотрите, я сейчас провяжу 4 соединительных столбика по колечку. Иду как бы вверх. Вот у меня рабочая нить откуда тянется. И я в следующую петельку ввожу крючок и выполняю соединительный столбик. Всего нужно сделать 4. Вот мы перешли в макушку колечка. Выполняем 7 воздушных петель. В пятую от крючка петлю я выполняю соединительный столбик. 2 воздушных. И сейчас вот в это вот колечко, которое образовалось, я свяжу 3 столбика с одним накидом. Вязание держу всегда лицевой стороной к себе. Опять же, рабочую нить подвожу под вязание. И в самую первую воздушную петельку, вот у меня их здесь 2, вот в эту в первую я ввожу крючок, подхватив ее за одну дужку. Захватываю рабочую нить и протягиваю через все петли на крючке, подтягиваю. Затем вот в это вот колечко, опять же, куда мы связали 3 столбика с одним накидом, я вяжу еще 5 столбиков с одним накидом. Вот что получилось. Все лежит лицевой стороной ко мне. Теперь я приступаю к вязанию раппорта узора. Начинается он также с 7 воздушных. В пятую от крючка петлю соединительный столбик. Затем еще 2 соединительных столбика по остатку воздушной цепочки. Опять же, все вязание лицевой стороной к себе. Завожу рабочую нить под все вязание. И вот в эту вот петлю из воздушных петель я провяжу 4 столбика с одним накидом. Четыре столбика готово. Дальше мне нужно присоединить вот это колечко к предыдущему кольцу. Все вязание, опять же, я повторяю, лицевой стороной ко мне. Вот у меня вот это колечко, к которому мы будем присоединяться.
Посмотрите, вот у нас стык вот этих колечек. И мы отсчитываем 4 столбика по этому кольцу. Первый, второй, третий. И в четвертый столбик я ввожу крючок, подхватив 2 дужки петельки, и выполняю соединительную петлю. Подтягиваю. Вот мы подсоединили колечко. Дальше я вот в это вот отверстие, в это колечко, куда у нас связано уже 4 столбика с одним накидом, вяжу 5 столбиков с одним накидом. Вот у нас полуколечко готово. Дальше начинаем повторять раппорт узора. Начинаем также с 7 воздушных. Выполняем в 5-ю воздушную петельку соединительный. Затем еще 2 соединительных по воздушной цепочке. И начинаем вязать следующее полуколечко. Сначала свяжем 4 столбика и присоединимся к колечку предыдущего ряда. Рабочую нить завожу под полотно, чтобы все было лицевой стороной к мне. И таким образом довязываем весь ряд до конца. Я довязала ряд до конца. Переходим к вязанию 4-го ряда. И в последнее колечко довязываем еще 8 столбиков с одним накидом. Я связала еще 8 столбиков, и теперь нужно замкнуть наше колечко в круг. То есть фактически мы начинаем повторять 2-й ряд узора и выполняем такой соединительный столбик, подхватив петлю одного колечка, петлю 2-го колечка и выполняем соединительный столбик. То есть фактически для вязания этого узора мы чередуем постоянно 2-й и 3-й ряды. И также не забываем, при вязании по кругу все делаем точно так же, но в каждом четном ряду мы выполняем соединительный столбик, замыкая вязание в общий такой круг. Узор в принципе простой, вяжется по кругу и поворотными рядами одинаково, как вы заметили, абсолютно не нужны никакие дополнительные нити, никакого отрыва нити не нужно. Если вам что-то показалось непонятным, не стесняйтесь, задавайте вопросы в комментариях под этим видео. Я обязательно вам постараюсь все объяснить, рассказать. Также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео мастер-классы. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч.